Пожалуйста, человек с юридическим образованием, человек, который работает в полиции, может стать жертвой вот таких махинаторов. Только что мне написала девушка, женщина, наша соотечественница. Жуткая история. Произошла она в Турции. За любовью в Турцию. Я надеюсь, что эта история как раз для тех женщин, которые планируют еще только вложиться в квартиры, в создание бизнеса со своими хабибами. Продала одну из квартир в Москве и отдала деньги мужу. Послушать большим уроком для вас, что на опыте этой женщины вы что-то для себя осознали. Девушка сейчас это на связи, она пишет: здравствуйте, Галина, наверное, вы устали от бесконечных историй о плохих мужчинах, но вы, наверное, единственное поймете правильно и не будете осуждать. У меня история с турком. Может, это банально, но то, что случилось, я не пожелаю даже врагу. Все началось этим летом, в мае, в отпуске в Алании. Он был барменом в отеле. Высокий, красивый парень. Мы встречались, гуляли. Близости не было. Отпуск закончился, и я вернулась домой. Месяц спустя я отправилась в Турцию, но уже с ним, как со своим молодым человеком. Он был добрый, ухаживал, закрутил мне голову. И так каждый месяц я летала в Турцию, но уже не в Аланию, а в Стамбул. Он познакомил меня со своей семьей. Это не очень богатые люди. Привез меня к себе, познакомил меня с родителями. Я самостоятельная девушка, закончила юридический университет. У меня всегда все красиво и позитивно было, с нормальной работой, с деньгами. Я сказала ему уйти работать с отеля. Мне было реально жалко его, весь голодный и усталый. Он интересовался моим финансовым состоянием, но я не придавала этому значения. Наверное, просто влюбилась как последняя дура. И вот он попросил 3000 евро как бы на ремонт в доме. Сказал: я все верну. Я переслала через MoneyGram. Мы встречались, проводили время, спали вместе. Я чувствовала, что что-то не так. Но, видимо, когда любишь, логично думать не можешь. Да и, наверное, хотелось верить в сказку. Спустя какое-то время он попросил еще 3000 евро. Я была как под гипнозом. Это называется жигало. Как бы умерла сестра и не хватает на похороны. Тут у меня заиграло в сердце это несчастье. Я несчастная того, что каждый раз он брал мои деньги. В финале это 15 000 евро. Я ему клала деньги на телефон по 500 евро. Я была в Стамбуле на этой неделе. Он очень изменился. Был холоден, но был вместе со мной. В среду он сказал: дай мне свою карту банковскую, иначе я обижусь. Я не понимала, зачем ему моя карта, ведь у меня есть наличные деньги. Он знал пин-код моей карты, он видел, как я снимала деньги. Он просто ударил по лицу, взял карту и пошел в банкомат. Возможности сразу блокировать карту не было. Я просто взяла такси и уехала в аэропорт. Он снял дочисто все деньги. Я узнала, что у него есть женщина из Норвегии, и сказала: выбирай, или я, или она. Он сказал: конечно, ты. Но он продолжал с ней общаться. И я узнала, что он едет туда жениться на ней. Он превратился в монстра за 2 дня. Изначально он писал, что вернет мне по чуть-чуть каждый месяц, но он не работает и дохода нету. Потом написал, что он заявит в полицию, что я пугаю и шантажирую, и денег он мне не даст, так как он не имеет, и ничего я ему не сделаю. Он не имеет ни дома, ни работы, ни денег. 2 дня насиловал мне мозг и в конце заблокировал. Галина, я ему ничего плохого не сделала. В Турции большое количество альфонсов. Всего лишь любила и верила. Я дома уже, потому что я спрашивала, где она, в Турции или дома. Вот такая история. Я думала, у меня разорвется сердце, как можно быть таким
ничтожеством. А здесь заблокировала карту, уже пустую карту. Поскольку это случилось в Турции. Здесь полиция в нашем государстве не поможет. Единственный выход – это идти в турецкую амбассаду. Я испугалась Галя, мне было страшно оставаться с ним. Юный пекарь так задурил женщине голову. Неизвестно, на что он способен. Я каждый месяц прилетала на 4-5 дней. Я спрашивала, как долго вы жили с ним в Турции. Она говорит, что каждый месяц прилетали на 4-5 дней. Последние полгода я не юрист, потому что я сказала, в предыдущий раз вы сами отдали деньги, но то, что он взял силой вашу карту, это преступление, вы же юрист. Она говорит, последние полгода я не юрист. Он заголдовал меня, наверное. Я верила ему закрытыми глазами. Да, дала сама, но вот вечным прессом, психологическим террором. Его семья все время врала и обманывала, как и он. Это кошмар. Реально жесть. Честно, творится сейчас в голове и в сердце. Мне очень стыдно, Галина. Свою вину, потому что она никогда в жизни не была в Турции. Это так глупо. Мне вообще здесь рассказывать страшно, стыдно. Это страшный человек. Я не знаю, как делать лучше. Старалась с ним поговорить, но в свой адрес я услышала 2 дня только обвинения. То, что я разрушила ему жизнь. Что я, пожалуйста, человек с юридическим образованием. Человек, который норвежской женщине. И выслала фото. Она сказала, что у них свадьба скоро. Что его семья ее принимает. Но она намного старше его. Знакомятся они, как правило, с женщинами старше себя возраста. Разведенные с детьми. Я не знаю, что он со мной сделал за эти полгода. Я не была собой, и ощущение, что меня поимели за мои же деньги. Я виню себя за глупость, верность. Ведь вы так много рассказывали про этих подлецов. И я повелась. Этот удар по лицу, этот взгляд, они реально ненормальные. Как можно быть таким? У них нету сердца. Он всегда говорил про ислам, про то, как верит в Бога. Но его поведение, Галина, почему такое случается? Почему у них нету сердца и других человеческих чувств? Я понимаю даже, как он меня изменил, в кого он меня превратил. У меня нету слез плакать уже, Галина. Так влипнуть, наверное, надо уметь. Я не знаю, что он со мной сделал. Он просто сказал, что я ничего не докажу, сама давала. Никого он по лицу не бил, и денег не будет, и заблокировал. Постоянное давление на жалость, постоянный террор. И он врал мне все время, и его семья тоже. Это страшно, Галина. Полностью веря этой семье, потому что пришла мама. Последний раз снял деньги в среду в Стамбуле, 1000 евро. Это хуже, чем нацистская Германия, Галина, это просто ужас. Я не понимаю, в каком трансе я была. Что это, колдовство? Восточные сказки турецкие мужчины рассказывать умеют. Он всегда говорил про ислам, про веру, но сам остался подонком. Мне больно просто до ужаса. Вообще глупо было верить ему. Я эти деньги похоронила, Галина. Я знаю, что и у него их нет. Я не знаю, чем я заслужила удар по лицу и такое отношение. Я спасла его от тяжелой жизни, помогла и вижу результат. Это просто ужасно. Наглый подонок. Он такой хитрец. И то, что на нем, это тоже за мои деньги. Мне стыдно было гулять по улице с оборванцем. Алло? 30. Ага. А вам сколько? 32. Ну понятно, вы, в принципе, рядышком, и разница у вас небольшая. Да, очень неприятно, конечно. Не, такая наглость, извините меня. По лицу еще ударить. Это вообще, и забрать карточку, самое что главное. А у вас вообще какие-то знакомые есть в Турции? Может быть, какое-то дело на него завести уголовное? Это же как бы он же... Там же сейчас все на улице снимается, то есть вот эти все банкоматы, проверить, с какой... А вы когда приехали обратно? То есть вы в четверг приехали и карточку не заблокировали, да? Но имеется в виду, что он вообще все деньги снял с карточки или что-то у вас осталось? Под 0, да? Стать своим на 100% практически невозможно. А вы еще пробовали с ним 2 дня разговаривать. И он вас во всем обвинил. А у вас контакты этой женщины есть? Хотите, давайте я с ней свяжусь. Я напишу, что я блогер. Пускай посмотрит мои видео. Расскажу по вашей ситуации. А сколько раз вы туда ездили? В Турцию? 5 раз вы были, да?
Вы сказали, что 15 тысяч евро, это в общей сложности он у вас забрал? Это вместе с тем, что он с карточки снял тоже, да? А вы вообще откуда? Планировали, то есть он вам предлагал то, что он вам на вас женится, да? Как-то вы поедете куда-то жить, какие-то планы были? И в результате сделал ей предложение. Она старше его, да? То есть ей 50 лет, да? Этой женщине. Значит, мы поговорили с этой девушкой, долго мы с ней общались. Вот. Единственное, что самое главное, что этот турок ее, он после того, как забрал у нее карточку, она уже улетела к себе в страну, и он снимал 2 раза деньги с карточки. Значит, она может подать заявление в турецкое консульство из своей страны и сказать, что он украл у нее карточку, снял деньги, соответственно, подтверждение того, что он снимал, есть, конечно же, на камерах, потому что сейчас везде около всех банкоматов есть камеры, это все можно проследить, все это узнать. Она с подтверждением, у нее даже есть фотографии его ID, потому что она отправляла ему деньги. Также с карточки были сняты деньги, когда она уже не была в Турции, а уже уехала и находилась у себя в стране. Поэтому с подтверждением, фотографиями совместными, подтверждениями переводов денег, заявлением о краже карточки, она обращается в консульство Турции, и они дальше дают этому делу ход. Я со своей стороны выпускаю это видео. Этой девушке было тяжело рассказывать историю, потому что она понимала, какие сейчас посыпятся под видео комментарии. Но я надеюсь, что вы проявите максимальное понимание и не будет столько осуждения, потому что такие случаи, они могут произойти с кем угодно и когда угодно. И, пожалуйста, человек с юридическим образованием, человек, который работает в полиции, может стать жертвой вот таких махинаторов, абьюзеров и подобных личностей. Поэтому даже люди, которые работают в полиции, в следственных органах и в силовых структурах, и это причем не первый случай, потому что предыдущий случай я не озвучивала, когда женщины, полицейские становились жертвами. Закончить такие отношения и понять, что тебя используют. Аккуратно, еще раз аккуратно. Вы должны понимать, что обслуживающий персонал на всех этих курортах, это как обслуживающий персонал. Это то же самое, что вы в своей стране свяжетесь с какими-нибудь гастарбайтерами и начнете им давать деньги. Что она решила отдать ему все свои сбережения. Жить с ними вместе, входите в их ситуации. Понимаете, для вас это будет нонсенс. Вы живете где-нибудь в Москве, связываетесь с гастарбайтерами, начинаете давать ему деньги, начинаете входить в его ситуацию. Вы себе это представляете? Вы будете давать такому человеку деньги? Конечно, нет. Многие женщины попадают, многие женщины высылают деньги, начинают помогать. Вчера общалась с девушкой. То же самое. Давала ему деньги, только это египтянин был. Купила ему новый телефон, покупала ему одежду. Вы поймите, это мусульманские страны. Здесь априори мужчина покупает все. Женщина никогда здесь ни за что не платит. Поэтому если вы видите, что с вас начинают тянуть хоть какие-то деньги, сразу же для вас это должно быть тормозом. Стоп, остановилась. Что я делаю? Подумала. Слава Богу, еще одна женщина не так давно ко мне обратилась и тоже начала рассказывать свою ситуацию. Ну вот он собирается приехать, но у него сейчас такая ситуация, у него нет денег, он занялся подготовкой документов, ему нужно $100, чтобы перевести документы. Ну вы поймите, хорошо, что эта женщина вовремя, она обратилась и попросила консультацию. Конечно же, я говорю, что понимаете, если вы сейчас ему вышлете $100, он не может себе сам сделать документы, а потом вам придется платить за билет. Он, может быть, пропадет после того, как вы ему вышлете эти $100 на документы. Может быть, он пропадет после того, как вы ему вышлете деньги на билет. Там не было любви, а он сразу уехал в другой город. Или потом он к вам приедет, будет вас использовать, свалится вам на голову. Вам это нужно? Поймите, что в мусульманских странах мужчина платит всегда сам за себя, платит за свою женщину, платит за свою семью и решает все проблемы сам. Ему никто не помогает, потому что в мусульманских странах мусульманин, он отвечает за себя и за тех людей, которые находятся вокруг него.
пожалуйста, услышьте, пожалуйста, пересмотрите свои отношения. В данный момент, если вы находитесь в отношениях, вы хотите в своей стране все порушить, не видите тех мужчин, которые окружают вас, видите каких-то, понимаете, товарищей, которые, и слушаете их, которые ездят вам просто по ушам. Турецкие мужчины, которые там, у тебя глаза как звезды. Пребываете в таком анабиозном состоянии. Осуждать я никого не буду, потому что я была сама в такой ситуации. Поэтому лишний раз, как только вы чувствуете, что хоть какие-то деньги начинают с вас, хоть какие-то деньги, вы не должны дарить подарки. Да, подарки должен дарить вам он, мужчина. Какие-то подарки, вы их начинаете одевать, обувать, давать деньги на какие-то там, на все что угодно. Поймите, что мужчина, мусульманин, он обеспечивает сам. Он не просит деньги, для них это позор. Он обеспечивает себя, в первую очередь, свою женщину, свою семью, своих детей. И он, только он. И на нем единственном ответственность финансовая за все. Поэтому, пожалуйста, пересмотрите свои отношения. Я надеюсь, что это видео кому-то поможет. Я не беру тех, кто сейчас начнет обсирать и все остальное. Я обращаюсь к тем женщинам, которые в данный момент находятся в такой ситуации. И внимание для тех женщин, которые поедут отдыхать в Турцию. На сегодня у меня все. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have